последнее время много говорят о том, что Тэхён и Чингук становятся все более неловкими друг с другом, словно они искусственно создают дистанцию, которой раньше не было. Некоторые фанаты даже утверждают, что их близость уже не та, что раньше, и все, что они видели, лишь плод их воображения. Единственное, что мы точно знаем, это то, что их отношения не всегда уместны для демонстрации на камеру. Они ясно дали это понять давным-давно, когда Хобби, Чимин и Тэхён провели совместную прямую трансляцию, к которой Чингук присоединился несколько минут спустя. Когда Чингук подошел, Тэхён дважды тихим голосом спросил его, закончил ли он тренировку. Когда Чингук подошел к камере, чтобы поприветствовать его, взгляд Тэхёна, казалось, ничего не мог скрыть. Когда Чингук подошел, казалось, что вокруг него ничего не стоит внимания. Причина, по которой эта прямая трансляция так часто обсуждалась, заключалась в том, что до прихода Чингука Тэхён, казалось, был полностью поглощен своим телефоном. Конечно, он продолжал общаться и смеяться с Чимином и Хобби. Он даже помогал включать песни, которые они просили. Однако большую часть времени он проводил, глядя в телефон, ища песни или занимаясь другими делами. На первый взгляд, это может показаться не странным. Но интересно было то, что после прихода Чингука внимание Тэхёна к телефону постепенно уменьшалось. Менее чем через 5 минут после того, как Чингук сел с ними, Тэхён, казалось, стал смотреть в телефон все меньше и меньше, больше сосредотачиваясь на том, что говорил Чингук. Это стало еще более очевидным, когда несколько минут спустя Тэхён взглянул на Чингука, затем быстро заблокировал телефон и отложил его в сторону, прежде чем присоединиться к продолжающемуся разговору о боксе. Чимин объяснил, что он пробовал бокс и ему это понравилось. Тэхён сказал, что он тоже научился, даже благодаря Чингуку. Чингук ответил, что он на самом деле не учил его быть экспертом, а скорее, чтобы они могли весело проводить время вместе. Вскоре после этого, когда они обсуждали утренние ритуалы участников, Тэхён в последний раз взглянул на свой телефон. Но после этого он отодвинул его подальше на стол и больше не брал в руки. Казалось, ему больше не нужны были никакие отвлекающие факторы, потому что рядом был Чингук. Если бы им действительно было некомфортно друг с другом, они бы не продолжали искать способы оставаться рядом, несмотря на ограничения, с которыми они сталкивались перед камерами. Когда Чимин сел на пол с Хобби, чтобы принять позу для фото в стиле «папа», Тэхён быстро поправил положение, чтобы сесть ближе. Все засмеялись, подражая милым позам. Чингук, казалось, тоже воспользовался возможностью немного приблизиться. Затем он снова подвинулся, а Тэхён смотрел на него глубоким взглядом, пока Чингук рассказывал о своей бабушке, которая была замечательным фотографом и имела свой собственный стиль. Когда Чингук снова приблизился, Тэхён тоже подвинулся. Наконец, лег и молча наблюдал краем глаза за рукой Чингука. Спустя несколько мгновений Чингук уделил Тэхёну все свое внимание, спросив, не хочет ли тот спать после еды. Тэхён ответил утвердительно, и они начали свой собственный разговор, отдельный от продолжающегося разговора между Хобби и Чимином. Именно в этот момент они постепенно сблизились. Чингук лег рядом с Тэхёном, а Тэхён остался лежать, не показывая никаких признаков желания отойти. Затем они довольно долго сидели рядом. Когда Чингук сказал, что хочет сначала принять душ, Тэхён тут же повернулся к нему и велел идти. Он даже ненадолго включил себя в план, прежде чем сказать Хобби, что, возможно, прямую трансляцию следует скоро закончить. Чингук тут же отказался. Он нервно объяснил, что они втроем начали трансляцию, поэтому им следует закончить ее вместе. Хобби даже громко рассмеялся над настойчивостью Чингука. Пока Чингук нервно продолжал объяснять свои доводы, Тэхён схватил его за запястье и сказал, что им следует закончить трансляцию вместе. В итоге они сели так близко, что их головы почти соприкасались друг с другом, не проявляя при этом той неловкости, в которой их часто обвиняли. Похожий инцидент наблюдался и во время съемок 124-го эпизода Run BTS в апреле 2020 года. Тогда участникам нужно было выбрать идею для следующего эпизода, и одна из идей Тэхёна прошла в финальный раунд, что немного его напрягло.
Когда сотрудники объяснили дальнейший процесс, и участники сказали, что идея принадлежит Тэхёну, Чингук поглаживал Тэхёна по спине, как бы пытаясь поддержать и утешить его. Однако мгновение спустя Чингук, похоже, понял, что камера включена, поэтому он отдернул руку, прежде чем ракурс изменился. Это произошло не из-за неловкости между ними, а потому что они, похоже, пытались избежать ситуации, которая могла бы привести к чрезмерным домыслам. Похожий инцидент наблюдался и во время BTS Marmauris 2020 на Bang Kan. После окончания записи участники аплодировали. Намджун первым посмотрел в сторону, за пределы кадра, в то время как Тэхён все еще обнимал Чингука. Когда Тэхён понял, что что-то не так, выражение его лица начало меняться. Чингук, который разговаривал с участниками, тоже, казалось, перестал улыбаться, посмотрев в том же направлении. Намджун заметил изменение настроения и несколько раз взглянул в ту сторону, куда они смотрели. Вскоре после этого кто-то из персонала позвал Чингука, заставив его отойти от Тэхёна. Выражения их лиц заметно изменились. Чингук выглядел растерянным, а Тэхён — разочарованным и замкнулся в себе, скрестив руки. Намджун тоже выглядел недовольным ситуацией. Однако, когда Намджун позже подошел к ним и естественным образом снова вовлек их в общение, Чингук выглядел гораздо веселее. Он снова сблизился с Тэхёном, и атмосфера постепенно улучшилась. Именно поэтому многим трудно понять утверждение, что Чингуку всегда некомфортно рядом с Тэхёном. Во многих моментах кажется, что Чингук сам часто подходит первым. Даже в программе «Are you sure?». Чингук все еще упоминает имя Тэхёна, разговаривая с Чимином. Он представляет, каково было бы, если бы они втроем были одного возраста и вместе преодолевали проблемы. Их также несколько раз видели вместе наедине, в том числе, когда Чингук вернулся из своего напряженного графика в Катаре и встретился с Тэхёном после долгого перерыва. Были также различные частные ужины и встречи, которые они проводили вместе без предварительного публичного объявления. 14 октября 2022 года Тэхён был замечен в шутку играющим с капюшонами одежды участников группы. Когда он сделал это с Чингуком, это выглядело как небольшая игра, понятная только им двоим. В ответ Чингук одной рукой расстегнул несколько пуговиц на рубашке Тэхёна. Тэхён тут же смутился и немного отодвинулся, но улыбка Чингука помогла ему снова расслабиться. Затем Тэхён попытался снова поправить свою одежду. Однако, когда Чингук снова поиграл с его рукавами и жестом предложил ему немного их опустить, Тэхён последовал его примеру с улыбкой. Когда Тэхён стал смелее в своих шутках и повернулся лицом к Чингуку, тот, казалось, смутился еще больше и предпочел отвести взгляд. Еще один часто обсуждаемый момент произошел 6 октября 2018 года во время концерта. Когда Тэхён подошел к Чингуку и поцеловал его в шею в рамках шутки на сцене, Чингук тут же посмотрел, кто это сделал. Как только Чингук понял, что это Тэхён, он лишь застенчиво улыбнулся. В тот момент выражение его лица не выражало дискомфорта. Наоборот, казалось, он наслаждался моментом по-своему. Потому что, в конечном счете, суть их отношений никогда не определялась расстоянием, временем или предположениями других. Несмотря на домыслы, снова и снова было видно, как они оставались неизменным присутствием друг друга в жизни. И для многих, кто следил за их отношениями на протяжении многих лет, это было самым важным. Потому что правда в том, что близость, построенная со временем, опытом и совместным пребыванием, нелегко потерять из-за расстояния или меняющихся обстоятельств. В конечном счете, они по-прежнему идут бок о бок каждый своим путем, и никто не может этого изменить. И, возможно, именно поэтому так много людей до сих пор заботятся о них. Не потому, что каждый взгляд должен иметь скрытый смысл. Не потому, что каждая улыбка должна быть объяснена. И не потому, что каждый момент вместе должен быть обозначен. А потому, что всегда есть что-то искреннее, когда Тэхён и Чингук находятся в одном пространстве. За эти годы мир изменился. Они росли, взрослели, брали на себя большую ответственность,
сталкивались с гораздо большим давлением и научились держать некоторые аспекты своей жизни в тайне. Но среди всех этих перемен одно никогда по-настоящему не исчезало – утешение, которое они находили друг в друге. Возможно, именно поэтому расстояние никогда не смогло стереть их близость. Время никогда не смогло уменьшить доверие, которое они строили годами. И слухи, которые появлялись и исчезали, никогда не могли изменить то, что их действия демонстрировали снова и снова. Потому что самые крепкие отношения часто не те, которые лучше всего объясняются. Потому что в конце концов, когда гаснет свет на сцене, когда стихают аплодисменты и когда камеры перестают снимать, остаются только те, кто решил быть рядом. И за эти годы, в самых разных моментах, Тэхён и Чингук показали, что они всегда находят способ вернуться друг к другу. Может быть, не всегда словами. Может быть, не всегда так, чтобы все могли это видеть. Но это достаточно ясно для тех, кто действительно внимательно следит за ними. Потому что некоторые связи не нужно объявлять, чтобы быть настоящими. Некоторые отношения не нужно доказывать, что они крепки. А некоторые истории никогда не заканчиваются, потому что их пишет само время. Спасибо за просмотр этого видео. Если вам понравилась сегодняшняя дискуссия, не забудьте поставить лайк, оставить комментарий и поделиться им со своими умой. Увидимся в следующем видео. И, как всегда, давайте продолжим ценить, поддерживать и отмечать каждый прекрасный момент, который подарили нам BTS. До новых встреч, и пусть ваш день будет наполнен счастьем, теплом и музыкой, которая всегда возвращает нас в одно и то же место, где воспоминания, дружба и любовь будут жить вечно.